Ленинградские торфяники не прощают ошибок. На данный момент расклад такой. Ждем второй. Этот экскаватор весит 20 тонн. Ждем второй экскаватор, потому что владелец экскаватора сказал, сначала будем пробовать тащить другим экскаватором. Поэтому мы увидим либо то, как обычно зарывают экскаватором другим, либо увидим, что эвакуация будет успешная с помощью другого экскаватора. Пока ребята ждут экскаватор, у нас надежды, честно говоря, на него мало. Мы свое дело знаем. Мы зацепили, пока еще есть возможность, трос, хотя бы вот короткий такой 2-метровый. В будущем это сильно облегчит нам работу, если вдруг он утонет еще больше. Всем привет! У нас сегодня очередная эвакуация экскаватора гусеничного. Первый день не увенчался у ребят успехом. Хотели они вытащить так, другим экскаватором. Ну, в результате, как это обычно, необычно, но достаточно часто бывает, ситуация лишь усугубилась. Теперь даже уже и двигатель нельзя заводить, потому что он завалился на бок. Лампочка давления масла загорела. Первый день мы привезли троса, тут наблюдали эти попытки, помогали хотя бы советом, но пришлось все-таки нам пригонять сюда технику. Сейчас будем собирать полиспаст, создавать тягу, чтобы выровнять экскаватор. Делаем выторховку и выравниваем его, пытаемся завести двигатель и тянем. Мы же общее дело делаем, правильно? Техника разная, а дело общее. Но пока что-то комментировать, пока только грубая физическая сила применяется, а чуть позже, конечно, уже можно будет прокомментировать всю эту ситуацию. Мы на самом деле, когда ребята обратились к нам, мы приехали на осмотр, ну, случайно в багажнике оказался 30-й трос, несколько скоб такелажных. Мы тут же нырнули, зацепили этот экскаватор, чтобы он мало ли ниже начнет погружаться. Ребята вызвали второй экскаватор. И, ну, как показала практика, далеко не всегда это получается. Чаще их просто закапывают. То есть пытаются окопать, но закапывают. Соответственно, мы прицепили трос, экскаваторщик приехал, посмотрел, почистил, подложил бревна. И у них действительно почти все вышло. Но экскаватор стал заваливаться на бок, утопленный. И, соответственно, ребята остановили это вовремя. Теперь мы исправляем то, что
было сделано вторым экскаватором. Так как у нас уже вымощена там была lijневка, и получилась вся эта беда, почему вчера не вытащили экскаватор. Он просто соскользнул правой стороной с lijневки и завалился еще назад к тому же. И потом уже двигатель там перестал работать из-за того, что давление масла пропало, сильный крен. Поэтому сейчас нам предельно осложнили задачу здесь. И ни за одни из этих деревьев на участке браться нельзя. Тут вековые деревья, которые выдержат очень большую нагрузку. Но, тем не менее, было запрещено использовать как якоря. Вот, поэтому сейчас мы делаем оттяжку в сторону туда леса небольшую, просто чтобы придержать прямо за основание, за раму экскаватора, чтобы не происходило дальнейшего соскальзывания его туда в сторону торфа. Так. Крутимся, вертимся. Так. Ну, крути. Основная задача того, что мы сейчас сделали, это, по сути, перебздеть, грубо говоря, чтобы экскаватор не съехал на ту сторону, которая очень мягкая. Большого функционала она нести не будет. Усилие, которое мы тут дадим, я думаю, что не будет более 3 тонн. Ну, просто придержать. Все равно, что, скажем, да, придержать машину на склоне, чтобы она не откатывалась. Пошел, да, экскаватор? Хорош, Дима уже напрягается. Хорош! Все, хорош. Там еще бревна есть, да? Там еще есть, ну я не знаю, вот этих хватит. Хорош, все. Иван, подожди, стой. Надави еще здесь, вот так же, вот здесь. Получится у нас над бревнами его потянуть. Там противовес, там у нас двигатель, там у нас основная масса. Как только он начнет выравниваться, мы будем уже смотреть, когда мы его можем завести. Вот. Какой скоростью это тянется обычно? Очень медленно. Вань, давай дальше бревна. Дальше бревна стелим. Сейчас воткнем вертикально. Вот то мы поставим вертикально, да, руками даже, и он его задавит туда сейчас. Подожди секундочку. Стой, стой, стой. Вот здесь прямо, да, возле этого. Давай, задавливай его туда.
Сюда немного. Загоняй, загоняй, вниз, вниз. Давай еще вниз. Вот попал. Давай, давай, как сваю, забивай его туда. Чё? Все, следующий клади. В первый момент мы не сможем заводить экскаватор, то есть нам нужно как-то, чтобы он все-таки чуть-чуть хотя бы заполз на бревна, а не толкал их перед собой. Поэтому вот такую сваю посередине туда забили. Она будет создавать подпор для бревен. Следующие бревна ее будут держать, не давать ей тоже отклоняться. Вот, так как он туда их протыкает достаточно глубоко, метра на 2, то получилась такая достаточно жесткая конструкция. То есть, у нас тягового усилия большого даже, я думаю, не понадобится создавать, чтобы затащить его на эти бревна. Сейчас будем рассчитывать примерно полиспас там, ну, где-нибудь тонн на 30. Сейчас кидаем еще сюда 2 бревна, потом присыпаем все это песком здесь, чтобы их точно не начал перед собой толкать, что гусянка будет поначалу в первый момент заблокирована, как эффект бульдозера. Но, возможно, еще с КамАЗа дадим оттяжку на стрелу прямо, чтобы немножко тоже создать вектор, который будет поднимать эту гусеницу и прижимать левую гусеницу. Соответственно, 2 оттяжки будут. Ну и основное тяговое усилие у нас пойдет на центральную буксировочную петлю. Центральную. Вот так нормально? Если поверху, да, так будет нормально. Не, можно вообще вот так. А? Ну, давайте так попробуем. Нет, тут шланг, он резина, тут нет трубок никаких. Ребята, вот так, четверть оборота обратно отдаешь, понял, да? Вес это хорошо, вес это уверенность. Если не выстрелит, всегда можно ударить. На данный 31 трос, по-моему, у нас, или 32, не помню диаметр точно. Он у нас будет основной тяговый, то есть он в одну ветку запущен, без какой-либо там бороды. Будут висеть 2 блока. Тяговые усилия, которые будут выдерживать они, это КамАЗовские блоки, абсолютно без какой-либо там перегрузки. По 14 тонн на них можно дать. Соответственно, 14 там, 14 здесь, в сумме 28. Немало будет, но еще повесим кучу блоков. Мы готовы к ситуации, даже если он полностью уйдет. Он у нас привязан. Будем добавлять блоки и сматывать троса. Наверное, хватит. Стой! Серега сказал ему там встать. Он там и стоит. Это будет основной якорь из всей нашей тройки. Поэтому мы на него повесим нормально. Может быть, даже к зданию привяжем. Меня разок так тросом зацепило, через барабан перекинуло. Было не очень приятно. Помогай, Дим, разматывать. Я думаю, как нам лучше. Так, тогда можно вот эту петлю, в принципе. Неси скобу 9 тонн. Ну да, девяточку неси, найди там 9 тонн скобу. Думаю, вытащим мы этот экскаватор. Не знаю, как пойдет.
весь день я просто закручиваю какие-то пальцы куда-то, да? Это подожди, куралом пойдет или не куралом? Это к тебе пойдет. Это ко мне пойдет. Все, в общем-то, неплохо получается. На трос вообще нагрузки не будет никакой почти. Не больше 5 тонн. Ну, еще разочек. Вот и все. Цепляем. Одному можно доставать. КамАЗовская лебедка как легко раскручивается. Конечно, она слабенькая, дохленькая, но зато вот так вот. Вот пока мотай, да, я смотрю. Идем с этой стороны троса. Так. Опа! Давай еще разок. Там веточка. Такое ощущение, что я один давлю. Там веточка. Сережа, толкнитесь с Димой вдвоем. Скажите, когда будет готово. Давай. Еще. Все, оставляйте. Это да, мы как бы зеленые, чтобы ни одна кора, ни один лист не пострадал. Это не мы, кстати, это экскаватор. Попробуем тащить. Сейчас главное согласовать свои действия правильно. Давай, Дим, иди туда, на ручную лебедку. Где рация? Рация в магазине. Магазин. На проволоку на синюю изоленту, надежно. Ну, неожиданно, да. Ну, это была специальная постанова. Да. Ну, как бы, чтоб экшен там, все дела. Все это же самое, просто без троса этого 2-метрового. У нас хватит там полиспаста, что ли? Да, мы сейчас все это дело обратно вернем. Это тот самый трос у нас, который у нас был на эвакуации с экскаватором с Combat Crew. Вот. По идее, 30-й трос должен был выдержать 35 тонн. Мы сейчас приличное усилие давали, да, до 35 дошло. Вот. Но там его чуть-чуть было посекло, было местами некоторые нитки гусеницей, тогда, когда с Combat Crew работали. Ну, короче, не выдержал трос. Сейчас просто устраняем его, как ненужное звено, 2-метровый этот трос. И пробуем все сначала. И самое неприятное, что у нас происходит стягивание КамАЗа. Ну, то есть Урал стоит плотненько. Экскаватор тоже, несмотря на то, что на него там повесили 20 тонн. Ну, а КамАЗ где-то десятка, там 11 тонн на него идет, и он начинает сползать потихонечку. Вот это самое неприятное. И куча деревьев, но мы не можем ими воспользоваться. Порвались сначала несколько, они вышли. И дорвались остальные. Может быть, ладно. Давайте, что? Говно, ну и в Африке говно. Плохие детали, они и в Африке плохие.
Нагрузка растет. Это не радует. Сейчас я дам тяги немножко. Сколько там, Сережа? Десятка. Усилие, которое мы сейчас даем на этот экскаватор, оно порядка 40 тонн. То есть мы добираем до 40 тонн, даем паузу и ждем. Усилие падает на 5 тонн, мы добавляем еще до 40 и опять ждем. И постоянно как бы добавляем. Также придерживаем за стрелу. Когда шевеления заканчиваются, за стрелу немножко подтянешь, и он опять начинает шевелиться. Дальше стянет Серега. Моя задача следить за тем, чтобы действительно, когда останавливаются любые шевеления с экскаватором при 40 тоннах, просто качнуть его за стрелу. Так что потихонечку тянем. Да, бревна мы укрепили очень хорошо, но это и дополнительный якорь тут для нас получился. Правая гусянка подломила под себя 2 бревна, но на третье не выходит, упирается. Сейчас будем думать, что делать. Березу сверху застелим. Проще будет. Хватит. Давай, пари. Болотные боги его не отпускают. Сейчас мы с ними договоримся. Боится. Да, Диме объясняю, как зацепили грамотно все. Говорю, это ему не просто в магаз за пивасом по-быстрому сгонять, на без 5-10. Я, конечно, сильно сомневаюсь, но может быть, мы все-таки докопаемся. Так, знаешь, выглядит как будто вот копаем, а оно там. Ты не думай об этом. А ты попробуй копать вот оттуда, нам все равно как бы оттуда же заводить. Бабок много, ява у меня одна. Да. Я взял ее на халяву. Ничего. Я это запомню. Ситуация оказалась несколько сложнее, чем мы предполагали. Вот. Сейчас поэтому мы исчерпали полностью возможности как и силового троса. Один у нас уже рвался. В общем, эти у нас хорошие троса, но предельная нагрузка, там разрывная 50 тонн, мы давали 40. Уже близко подходим к разрывной нагрузке, к предельной уже силовой линии троса именно к экскаватору. Поэтому сейчас принято решение. Почему так происходит, непонятно. Там бревен было очень много накидано, когда ребята пытались выехать. Возможно, какое-то бревно там встает в распор, в гусеницу упирается или еще что-то там. А это бревно, соответственно, между какими-то другими там как в клетку попадает, залезает. Непонятно, короче, заводить нельзя. Возможности полиспаста с этого 14-м тонким тросом мы тоже полностью исчерпали. Мы
Работаем только до 40 тонн с ним, если нагрузку тяговую создаем. Вот. Возможности якорей тоже исчерпаны. Стаскивает КАМАЗ, стаскивает экскаватор. Экскаватор может быть еще там чуть-чуть подзароется еще дополнительно, но КАМАЗ уже точно не может больше держать, на него идет там порядка 10 тонн, 10,5 его начинает тащить. Противооткатники не помогают. Поэтому сейчас переделываем все, дополнительно обвязываем раму экскаватора цепями, протягиваем еще одну силовую линию, а может быть даже и 2, чтобы было у нас минимум 2, а то и 3. Разбиваем тут нагрузку по-другому. Деревья все равно какие-то придется нам задействовать. Тут уже вариантов других нет. Но там деревья с большим все запасом, за них беспокоиться не стоит, через горозащиту, без всяких повреждений. Они стоят на плотном грунте. Вот, поэтому план такой. Так сказать, с наскока решить задачу не получилось. Что, Сережа, пообедал, нет? Чай холодный, да? Котлеты были нормальные, чай холодный, я покакал. Одно радует, там прохладненько и комары не кусают. Все, шутки кончились. Сегодня пару лет жизни туда оставил за день. А так все, норм. Сделаем, Димон. Сделаем. Все, Димон сказал, сделаем. Главное, что зацепили теперь совершенно по-другому. Теперь действительно, если он даже полностью провалится и там засосет его, и мох вырастет сверху. Березки, да. Да. Наплевать там, тащи все. Так, ну зацепили в 3 точках экскаватор. Буксировочная петля, рама справа, рама слева. И немножко подстянули их между собой, которые на раме цепочки. Дополнительно еще 3-й цепью. Идея какая? На центральный трос у нас идет половинная нагрузка. И по 1/4, то есть по 25% на каждую цепочку. Справа и слева от рамы. Ну, здесь, в общем-то, наверное, уже да, будет это очень надежно. Но, тем не менее, слабое, конечно, слабое звено это цепи эти, да. Но тут с большим запасом, я думаю, что в этот раз все хорошо получится. Потому что с полиспас собран, там, ну, там слабое звено, соответственно, КАМАЗ будет просто стягивать, а он его стягивает при 10 тонн. Соответственно, это уже 80 тонн общей нагрузки получается. Поэтому все должно получиться. После таких дней 10 раз подумаешь, нужна ли такая работа. Это лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Но это лучшая работа. Ты хорош, наверное? Еще лучше, конечно. Давай еще забери! Ну, экскаватору мы дали 60 тонн, могли бы дать больше. Все, он начал выходить, прошел уже достаточно много, там больше метра. Но поехал у нас вот этот экскаватор, который якорь. Вот, и поэтому пришлось нам опять здесь ему заново окопаться. Вот так. Не надо вверх подниматься. Вот. Но на него была приличная нагрузка, порядка 35 тонн. Поэтому он сам 20 весит. Сейчас поглубже закопали, но думаю, что будет эффект. Я, честно говоря, довольно-таки сильно утомился. Поскольку в 5 утра пришлось проснуться, чтобы сюда приехать, да?
Сейчас времени сколько у нас? А, 10. 10 вечера. Да, я бы хотел поехать домой. Но нельзя. Мы же до 3 часов ночи тусовали здесь в прошлый раз. Ну почему бы еще не потусоваться 5 часов? Ну вот, наконец-то результат уже какой-то есть. Достаточно сильно вышел он, крен намного уменьшился. Ну, конечно, так, тяжеловато идет. Даем нагрузку где-то, ну, не меньше 60 тонн точно. То есть полностью полиспаст на 100% не задействован. Но мы и знаем, что у нас экскаватор уже стаскивало. Может и КАМАЗ начать стаскивать в любой момент. Вот, поэтому сейчас ребята смотрят масло на предмет того, что можно завести, нельзя завести. Сейчас принято решение завести, повернуть башню, потому что более-менее уже экскаватор стоит ровно, такого крена нет, как раньше был завален. И он опрется о ковш, ну, возьмется лапой за грунт, чтобы обратно не сползал. И мы сможем перепасовать полиспаст. Там уже тяга большая, маленькая уже, он идет уже более-менее легко, не то что было. Попробует ехать сразу. Все, дело сделано. Правда, в этот раз, конечно, было тяжело. Нужно быстрее МТП делать, потому что это мучение вот на таких эвакуациях с этой лебедкой детской. Будет хорошая лебедка, будем вообще на раз такие работы делать. Ребята молодцы, очень активные, позитивные. Всего вам главное здоровья, само собой. Продолжайте в том же духе, молодцы. В общем, день сегодня прошел достаточно у нас напряженный. Начали мы с раннего утра. Сейчас уже у нас стемнело, 11 часов вечера. Вот. Но самое главное, поставленную задачу выполнили. Есть куда, конечно, к чему стремиться. Разорвали один трос. Ну, правда, он и был не очень хороший у нас, но думали, что он выдержит. Оказалось, все гораздо сложнее, поэтому, ну, не должен был порваться, но порвался. У нас сейчас в последнее время эвакуаций как-то поддобавилось. Выезжаем мы часто, где-то стабильно уже, наверное, раз в месяц у нас получается по экскаватору. Так что вам будет на что посмотреть. Да, надеюсь, и дальше продолжим в том же духе, но уже с новой техникой, которая облегчит нам все эти работы такие вот тяжелые. Ну, Всего доброго, собираемся. до новых встреч. Пока.